Сегодня у нас на обзоре Behringer Vocoder VC340. Сразу скажу, что это не просто вокодер, это на самом деле машина 3 в одном. Здесь есть 3 звуковых движка. Первый — это String Machine, второй — это Human Voice Machine или симуляция человеческого голоса. Ну и третий — это вокодер. Давайте обо всем по порядку. Начнем со String машины. Ну и прежде чем приступить непосредственно к обзору, хочу обратить внимание на потрясающий такой винтажный дизайн этого инструмента. Даже вот эти вот кнопочки, они такие вот в стиле 80-х, в стиле синтезаторов того самого времени. Итак, стринг-машина. Вот эта секция отвечает за стринг-машину. Двумя этими кнопочками мы активируем низкий диапазон и верхний диапазон. Давайте включим низкий диапазон. Так вот они сделали странно, что, в принципе, вот этот низкий диапазон заканчивается вот здесь. И дальше уже у нас ничего не происходит. Для того, чтобы его активировать, нужно нажать вот эту вот кнопочку. Также сразу посмотрим на вот эту вот панель слева от клавиатуры. Здесь у нас общая громкость. И вот здесь тоже немного странно, я не совсем понимаю, зачем им несколько одинаково функционирующих переключателей. Здесь есть Pitch Bend, который работает, когда вот этот рычажок у нас находится в режиме мануал, когда он в режиме авто, он не работает. Также Pitch Set, то же самое. Регулирует точную настройку. Еще крутилка Tune, которая еще более точно настраивает pitch. Ну и также диапазон Low-High. В общем, странно, целых 3 крутилки у нас отвечают за одно и то же. Почему они так сделали, непонятно, но тем не менее. Давайте перейдем теперь непосредственно к ручкам управления стринг-машиной. Про вот эти 2 кнопки включения и выключения диапазона мы уже поговорили. Здесь у нас есть несколько слайдеров. Слайдер атаки, соответственно, регулирует атаку. Сейчас вот он на минимум, и поэтому у нас сразу проигрывается наш звук моментально. Слайдер релиза, соответственно, когда мы отпустим клавиатуру, у нас остается послезвучие. Сейчас релиз на нуле, поэтому звук Сейчас релиз на нуле, поэтому звук прекращается моментально. Добавим немножечко релиза. Ну, еще один слайдер — это тон. Он дает какие-то вот тембральные изменения, добавляет каких-то интересных гармоник. На мой вкус, имитация струнных просто потрясающая, но она имеет очень такой винтажный характер звучания, вот как раз прямиком из конца 70-х и первой половины 80-х. Собственно говоря, в этом и суть этого синтезатора. Теперь перейдем к следующему звуковому движку, а именно имитация человеческого голоса, то есть voice machine. Здесь у нас есть также несколько включателей, 3 male, 1 female и 1 ансамбль. Male, соответственно, мужской голос. Давайте послушаем. Также вот здесь заканчивается действие этого диапазона.
поэтому мы его расширим, добавим еще несколько октав сверху. Также у нас есть здесь female, то есть женский голос. Давайте немного уйдем вверх по диапазону. Можно, естественно, все это дело смешивать. Давайте теперь включим все, что у нас здесь есть. И здесь есть еще такая кнопка «Ансамбль», которая добавляет, немного изменяет характер звучания и добавляет больше гармоник и делает ваши аккорды больше похожим на звучание прям большого такого академического хора имени Пятницкого. Также у нас здесь есть слайдер-релиз, который действует как на стринг-машин, также и на voice-машин, и слайдер атаки. То есть мы можем также регулировать все вот эти вот параметры. Вот в этой секции у нас находится микшер, то есть при помощи вот этих слайдов мы можем подмешивать различные звуковые движки. То есть сейчас у нас только выведено Human Voice машин. Давайте добавим String машин и подмешаем, собственно говоря, еще немного стрингов. Может быть, чуть-чуть поменьше. Вот таким вот образом, смешивая в различных пропорциях, можно создавать очень интересные такие широкие тембровые краски. Еще одна секция, которая у нас здесь есть, называется вибрато, и сделана она для имитации человеческого вибрато, вибрации человеческого голоса. Здесь у нас есть 3 слайдера. Первый регулирует непосредственно глубину вибрато, второй — частоту, и третий время задержки. То есть, как известно, когда певец поет, он извлекает ноту и не сразу начинает ее вибрировать, а через какое-то время, через полсекунды или секунду. Собственно говоря, вот здесь вот тоже это все у нас можно гибко отстроить и сымитировать. Вот давайте послушаем, как это звучит. Сейчас все примерно посередине. Как вы слышите, я нажимаю аккорд, и он начинает вибрировать, примерно через секунду. Собственно говоря, это как раз нужно для пущей имитации человеческого голоса. Ну и третий звуковой движок, который дал название нашему инструменту, это, конечно же, вокодер. Здесь у нас есть также 2 диапазона, 2 кнопки нижний и верхний диапазон и кнопка ансамбль. Логика такая же, как у нас была в Human Voice движке. 2 слайдера. Один слайдер регулирует чувствительность микрофона, и второй слайдер регулирует тон. Давайте сейчас повернем микрофон и послушаем, как это звучит. Естественно, для того, чтобы услышать звук вокодера, надо нажать на клавиши. Давайте это сделаем. 1, 2, 3. Поп-мьюзик. Всем привет. Давайте послушаем, как у нас изменяется тон в зависимости от слайдера тон. 1, 2, 3, 4. Поп-мьюзик, поп-мьюзик, поп, поп, поп. Как вы видите, добавляется больше высоких частот. Давайте теперь включим кнопку ансамбль. И послушаем, добавились какие-то гармоники. Поп-мьюзик.
music, pop music. Естественно, на этом вокодере можно играть и аккордами. Также можно подмешать чистый звук микрофона, но с этим надо быть аккуратно, чтобы не сфальшивить. Да, вот сейчас попробуем подмешать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, поп-мьюзик. Но если вы играете и поете, и хотите подмешать чистый звук микрофона, вам, конечно же, придется очень хорошо интонировать. Ну и также хочу заметить, что секция вибрато у нас воздействует на вокодер. То есть, когда вы играете с вокодером, эти же настройки будут вибрировать и ваш голос тоже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Поп-мьюзик. Так, готовы? Да, Я готов. Дим, ты готов? я готов. Дима чуть чекай там. Я запускаю. Я пишу. Я запускаю.